Отец и его дочь нырнули посреди океана, но так и не вынырнули. Спустя 10 лет мать узнает шокирующую правду. Утреннее солнце мягко освещало берег залива Коралл-Бэй, его лучи игриво отражались в изумрудных водах Карибского моря. Аделина Моррисон медленно шла босиком по гладкому песку, чувствуя каждую его крупинку под ногами. Ей было 48 лет, и за спиной карьера в береговой охране и научной морской экспедиционной службе. На ее лице годы горя оставили тонкие морщины, особенно вокруг глаз, которые когда-то светились живым интересом к подводному миру. Прошло 10 лет с тех пор, как ее муж Тревор и их 14-летняя дочь Лена исчезли во время дайвинга в этом же заливе. Погода сегодня была зловеще похожа на ту, что была в тот роковой день. Ясное небо, легкий бриз, идеальная видимость. Аделина замерла у кромки воды, закрыв глаза. Она ощущала, как страх вновь зарождается в животе, словно цунами, готовое накрыть ее с головой. Тогда она осталась ждать на зафрахтованной лодке, пока Тревор и Лена не вернулись. 1 час превратился в 3. Баллоны с кислородом не могли держать их под водой так долго. Она знала, что что-то пошло не так. «Ты обещал, что всегда вернешься», — прошептала она, вспоминая уверенную улыбку Тревора. Тревор был не просто увлеченным дайвером. Это был его профессиональный путь. Он был спасателем, участвовал в международных подводных съемках, консультировал по безопасности. Лена, хотя и подросток, тренировалась с отцом с 8 лет. Она чувствовала себя в воде как дома. Аделина вспоминала отчаянный звонок в береговую охрану и последующую поисковую операцию. Катера, вертолеты, дайверы прочесывали море сутками, но не было ни следа, ни людей, ни оборудования, ни признаков борьбы. Полицейское расследование длилось месяцы. Аделина отказалась уезжать из Коралл-Бэй, арендовала маленький дом у берега, распространяла листовки, звонила в больницы, ходила в редакции СМИ. Спустя 5 лет дело приостановили. Детектив Грегори Сантос, ведущий расследование, сдержанно сказал: «Возможно, сильное течение унесло их далеко. Мы исследовали пещеры, ближайшие острова, береговую линию. Все безрезультатно». Но Аделина не могла с этим смириться. Тревор знал океан. Он бы не подвел Лену. Сомнения медленно размывали ее уверенность, как прибой песчаный берег. Она оставила свою работу в морской исследовательской команде и переключилась на активизм в области сохранения экологии на суше. Однако в воду она так и не вошла ни разу за все эти годы. Сегодня, 10 лет спустя, она пришла к берегу с маленькой деревянной шкатулкой. На ее крышке были вырезаны инициалы ЛМ. Внутри — смесь земли и пепла от растений, за которыми Лена ухаживала в домашнем саду. Аделина недавно решилась кремировать эти живые напоминания. Она планировала рассыпать пепел в море, прощаясь с дочерью, но, стоя у воды, ее руки не поднимались совершить это. Ветер трепал ее волосы, а в груди бушевал конфликт. Готова ли она отпустить? В этот момент телефон в сумке зазвонил. Имя на экране — детектив Грегори Сантос. Сердце Аделины замерло. За 10 лет звонки от Сантоса становились все реже. Никогда они не приносили надежду, лишь подтверждение очередного тупика. «Аделина». Голос детектива звучал напряженно. «У нас появилась новая зацепка. Нашли сообщение в бутылке. С одного из островов Белиза. Возможно, от Лены». Аделина судорожно вдохнула. Спустя час она села на борт катера вместе с детективом и офицером Аурой Веласкес. Полиция Белиза связалась с международной базой, узнав имена в сообщении. Его нашел местный рыбак по имени Луис Монтенегро на пляже неподалеку от острова Голден Сэнс. Бумага внутри бутылки была из водного журнала. Тот самый, что Тревор вел десятилетиями. Но почерк принадлежал Лене. Там было написано: «Меня зовут Лена Моррисон. Мы с отцом, Тревором Моррисоном, находимся на неизвестном острове, где-то в водах вблизи Белиза. Есть красные утесы на юге и бухта в форме подковы на западе. Здесь опасные люди. Они занимаются наркотиками. Они не знают, что я пишу. Если вы нашли это, пожалуйста, пришлите помощь. Мы здесь много лет. Мама, если ты это читаешь, папа все еще смотрит на звезды, даже если я их не вижу». Слезы заливали глаза Аделины. Ее дочь была жива, или, по крайней мере, была тогда, когда писала это. Последняя фраза о Треворе, возможно, означала, что он погиб. С этого момента началась операция. С привлечением береговой охраны Белиза
Интерпола и старого рыбака Луиса, знающего воды как свои 5 пальцев. Район, указанный в послании, сузил зону поиска до группы островов к югу от Голден Сэнс. Один из них, остров Кларити, имел бухту в форме подковы и геологически известен за утесы, краснеющие на закате. Аделина и команда прибыли на остров к вечеру. Там они заметили странную хижину у воды, подростка, бегущего прочь, и таинственное хранилище с камнями и кокосами. Внутри под прикрытием кокаин, а потом подтверждение от подростка. Он знал Лену, и он знал, что ее отец Тревор был убит, когда пытался передать послание наружу. Сердце Аделины разрывалось, но ее цель стала ясной. Лена могла быть рядом. Красный мигающий свет, упомянутый в сообщении, оказался судовым навигационным огнем, используемым для тайных поставок по четвергам. А сегодня был как раз четверг. Наблюдение затянулось до наступления полной темноты. Вдруг на горизонте появились огоньки. 3 приближающихся судна. Крупная яхта и 2 быстроходных катера сопровождения. Через приборы ночного видения стало видно, как на главной палубе яхты появляется фигура девушки, борющейся с мужчинами, пытающимися затащить ее обратно в каюту. Аделина сжала бинокль. Это была Лена. Сердце у нее застучало, как барабан. По сигналу детектива Сантоса началась координированная атака. С суши выдвинулись силы спецназа. С воздуха приближались вертолеты поддержки. В тот момент, когда один из катеров попытался дать задний ход, гидросамолет, выполняющий блокировку, приземлился прямо перед ним, преграждая путь. Выстрелы прорезали ночь, завязалась перестрелка. Спецназ под прикрытием прожекторов провел молниеносный штурм. В течение нескольких минут. Вооруженные члены банды были обезоружены, закованы в наручники и обезврежены. Когда все затихло, изнутри яхты вывели 3 пленников. Среди них Лена. Изможденная, но целая. Операция завершилась полным успехом, преступники задержаны, заложники освобождены, а главная цель – спасение дочери достигнута. На пристани среди суматохи Аделина и Лена встретились. В объятиях, сквозь слезы и дрожь, они были снова вместе. Спустя 10 лет. Теперь восстановление, допросы, лечение. Будет много сложных шагов впереди. Но они вместе. Шкатулка с пеплом осталась нетронутой. Не как прощание, а как напоминание. Что даже во тьме можно найти путь обратно, если кто-то не перестает искать тебя. И особенно, если это мама. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.